Всем привет, мои хорошие и случайные прохожие. Меня зовут Ксения, и сегодня я покажу вам реставрацию обычного комода, который я купила по объявлению. Вы уже видите финальный результат, но чтобы усилить интригу и придать этому видео нотку киношности, предлагаю вам заварить себе чашку чая или кофейку, устроиться поудобнее и вместе со мной отправиться в это увлекательное мебельное history. И, конечно, не забудьте, что вас ждет главный прикол – секрет экономии на краске. Не трачу время, let's go! Так, вот такую красоту я купила всего за 200 гривен. Первым делом нужно раскрутить комод на все детали. Придерживайтесь моего мини-совета. Все болтики, гаечки и прочие штучки собирайте в баночку. И помните, ящики тоже могут путать сборщика, поэтому мой совет – подписывайте их. Да, просто напишите на каждом ящике «я первый», «я второй» и так далее. Это идеальный способ показать им, что порядок – это не шутка. На очереди шлифовка. Главное, что нам нужно – снять верхний слой лака, чтобы нашей краске было где разгуляться. Для этого я использовала зернистость круга 100 и 120. Как вы знаете, чем больше зерен, тем лучше массаж. А комоду точно нужен хороший массаж. Следующий этап – обезжиривание. Моя волшебная жидкость White Spirit. Теперь покрываю грунтовкой для дерева. Я делаю 2 слоя, потому что комод заслуживает двойной дозы внимания. С цветом комода я давно определилась, но с краской был прикол. Все предложения специально для дерева или МДФ оказываются настолько дорогие, что мой бюджет начал тихо паниковать. В итоге я рискнула и взяла обычную краску для цоколей фасадов. В качестве реек я купила 3 притворных планки длиной 2 метра, шириной 2 сантиметра и толщиной 4 миллиметра. Итак, временно превращаюсь в Пикассо. Я взяла валик в руки и начала наносить краску на все детали комода, будь они видны или нет. Да так вошла в азарт, что, кажется, красила даже во сне. Чтобы перекрыть старый цвет, делала 3 слоя. Главный секрет – наносите краску валиком, и она будет ложиться ровно, без разводов. Краска быстро сохла и запаха никакого не издавала, поэтому мастерской у меня была то спальня, то балкон. Перемещалась, в общем, между ними быстрее, чем краска сохла. Далее я покрыла все детали специальным лаком для мебели. Делала я в 2 слоя. Теперь пришло время заняться дном ящиков. Нельзя же оставлять их скучно белыми, не правда ли? Так что я решила придать им немного характера и изюминки. Мой выбор пал на обычные моющиеся обои, которые лежали в остатках, как сокровища в подвале. Ведь, как говорят у нас в народе, а вдруг пригодится? И в этот раз они пригодились с полной выгодой. Чтобы обои крепко держались, я использовала обычный клей для обоев. Кстати, а вы уже подписались на мой канал? Со мной ведь весело. Покрываю все тем же лаком, но здесь достаточно и 1 слоя. Настал момент изготовления реек. Сперва шлифую вручную мои планочки, а потом нарезаем их согласно высоте моего ящика. Покрываю краской по дереву. Цвет у меня палисандр. И, кстати, все материалы, которые я использовала, обязательно оставлю вам в описании к видео. Вдруг вы решите повторить. Приступаю к сборке ящиков. Изначально все стенки были закреплены по 1 саморезу. Для дополнительной прочности я решила добавить еще по 1.
Мое шикарное дно для ящика тоже возвращается на свое место. К нему специально купила золотые гвоздики. Зачем? Их же не видно будет, подумаете вы. Давайте просто сошлемся на то, что я девочка. И иногда у нас есть свои маленькие хотелки. Ручки для комода я купила деревянные, из бука. Крашу их в цвет реек. Далее установка реек. Для этого я взяла планку. Даже не помню, от чего она у меня осталась, но идеально подошла по расстоянию между моими рейками. И начался процесс установки. Кстати, ручки на верхнем ящике я потом перекрасила в цвет комода, так как они сливались с рейками. А детали-то важны. И вуаля! Красота постепенно раскрывается. Все направляющие пришлось поменять и установить на новые. Ох, и намучились мы с ними. Оказалось, здесь каждый миллиметр играл роль. Как устанавливать их, мой вам совет. Сначала посмотрите ролики на YouTube. И вот он, долгожданный момент. Мой синий красавчик. Как долго я тебя ждала. Но вот беда. Радость продлилась всего пару часов. Я обнаружила, что краска начинает отваливаться при малейшем прикосновении. Руки опустились, и мое позитивное настроение решило устроить себе отпуск. Что делать? Может, виновата дешевая краска или лак? Но я начала этот проект с намерением экономить, и тратить больше не хотелось. Тут у меня засветилась одна блестящая идея – покрыть комод яхтным лаком. Это был мой последний шанс, и я решила его использовать. Процесс покраски я уже не снимала на камеру, так как боялась, что этот ролик уйдет на дно, как затонувший корабль. Пришлось действовать наугад. И знаете, получилось. И теперь мой комодик не боится ни воды, ни острых предметов. И чтобы вы убедились в этом на практике, я готова продемонстрировать вам это без звуковых эффектов. И вот посмотрите на этого красавца. Такой есть только у меня и, возможно, был у Майкла Джексона. А с вами я не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Впереди много еще идей.